Приветствую, друзья! После весьма удачной модели D01 компания FX Audio решила, что пора уже переходить на новое поколение устройств, причем как по дизайну, так и по качеству исполнения. FX Audio DAC M1, хотя и технически повторяет своего предшественника, но делает это уже на совсем другом уровне. По начинке же нас все так же балует отличным ЦАПом ESS ES9038Q2M, универсальным USB-чипом XMOS XU208 и Bluetooth от Qualcomm с aptX, aptX HD и LDAC кодеками на борту. Мощность на наушнике чуток подняли, но разрешение звука так и оставили на актуальном максимуме. 32 бита, 768 кГц и DSD 512. Безусловно, очень серьезный девайс, о нем мы сегодня и поговорим. Собственно, поехали! Упаковка ЦАПа выглядит намного лучше, чем у всех предыдущих моделей от FX Audio. На лицевой стороне производитель акцентирует наше внимание на наличии пройденной HRS Audio сертификации, официальном сайте компании и о том, что это уже новая эра аудиодевайсов от данного производителя. Внутри я нашел, конечно же, стандартный комплект документации, зарядный блок на 12 вольт 1 ампер, как у модели D01, неплохой такой метровый Type-C кабель для подключения к компьютеру, антенну и пульт дистанционного управления. На пульте кнопка Mute полностью отключает звук, Volume плюс и Volume минус меняет громкость, а In позволяет переключаться между входами. Большая круглая кнопка ОК вызывает основное меню, стрелки же позволяют по нему перемещаться. EQ переключает встроенные в ЦАП фильтры, из букв же внизу нам доступна только А. Именно она и привязывает данный пульт к устройству. То есть весь функционал ЦАПа, друзья, как на ладони, без необходимости подходить к устройству и чего-то там на нем крутить. В руке пульт лежит очень удобно, все кнопки прорезиненные, питается от двух ААА, то есть мизинчиковых батареек. Корпус устройства полностью выполнен из металла и, в отличие от старых устройств компании, имеет свой собственный дизайн. С верхней части нам приклеили логотип HRS Audio сертификации, а снизу 4 силиконовые ножки для лучшей устойчивости на столе. Из входов нам доступен Bluetooth с aptX HD, LDAC кодеками, USB, оптика и коаксиал. Выхода тут два: линейный RCA и классический 6,35 мм выход на наушники. Переключение между ними осуществляется в зависимости от того, есть что-то в разъеме 6,35 мм или нет. Но в настройках можно выставить опцию играть одновременно в обе стороны, если такое вам необходимо. На передней же части имеем небольшой дисплей с функцией настройки яркости и автоотключением. То есть постоянно лицезреть синий цвет здесь не придется, а это уже огромный прогресс относительно даже совсем недавней модели D01. Кнопка включает устройство и заодно выполняет функцию Mute, а большой такой регулятор изменяет уровень активного выхода, а также вызывает на экран основное меню, по которому, кстати, мы перемещаемся и подтверждаем свой выбор при помощи этого же манипулятора. Вращается он приятно, с легким сопротивлением и четкими механическими щелчками. Основной экран здесь довольно информативный, на нем мы видим текущий вход и выход, уровень громкости и выбранный алгоритм фильтрации. Но посередине нам пишут тип потока и активную частоту дискретизации, ну, например, PCM 44,1 кГц. Для HRS и DSD эти значения, конечно же, принимают соответствующий вид. В меню можно выбрать активный вход, алгоритм переключения выходов, текущий фильтр, уровень подсветки, отключать ли экран и функцию сброса на заводские настройки. Как видите, ничего лишнего. При работе аппарат немножечко нагревается, место на столе особо не занимает. Выглядит на этот раз вот реально интересно, но главное, при увеличенной до 500 мВт мощности имеет абсолютно чистый фон на наушнике. По Bluetooth все, конечно же, не столь идеально, но по сравнению с D01 прогресс прям очевиден. Для разбора выкручиваем все винты на задней поверхности ЦАПа. Поначалу мне показалось, что выдвинуть плату можно лишь на длину антенны, ну или же уже отстегивать ее от задней крышки. Но, подумав лучше, понял, что задняя крышка отлично проходит в отверстие под плату, а значит, извлечь ее не составляет вообще никакого труда. Из комплектующих все на местах. ЦАП ESS ES9038Q2M, USB-чип XMOS XU208, Qualcomm CSR8675 на Bluetooth, усилитель Texas Instruments TPA6120A2, OPPO 1612 и один сменный LME 49720. Этого, кстати, не было заявлено, но новость очень приятная. Я сразу же установил вместо него своего фаворита Burson V5 ID, и, на мой взгляд, стало вот прям заметно
лучше по звуку. Алгоритм работы в целом прост. Подключаем к RCA усилитель или активную акустику, ну или наушники в 6,35 мм. А на вход источник, от которого мы, собственно, и планируем получать сигнал. Для Bluetooth не забудьте прикрутить антенку. Я же использую ЦАП исключительно с ноутбуком, поэтому соединяю его по USB. Затем длительным нажатием на кнопочку включаем аппарат, в меню или с пульта выбираем вход, и все, можно наслаждаться уже любимой музыкой. Под Windows 10 DAC M1 у меня определился автоматически, драйвера от SAP 1.0.1 подошли идеально. Так что мы имеем как полноценный ASIO интерфейс, так и в ASAP через Push и Event. В любом из указанных случаев качество звучания будет идти в обход системного микшера, а следовательно избежит всяких ненужных преобразований. Со смартфоном аппарат также отлично работает абсолютно на всех приложениях и сервисах. Однако максимум удастся выжать лишь из плееров с поддержкой BitPerfect. Это, например, Hibi Music или USB Audio Player. Замеры, в отличие от D01, у героя обзора просто шикарные. Похоже, наконец-то научились. Только кривая ЧХ имеет оценку очень хорошо из-за небольших ослаблений на краях диапазона. Все же остальное на отлично. Шумы далеко за пределами человеческого слуха, превосходный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 100 дБ, причем как гармонические, так и интермодуляционные. Никаких вопросов тут вообще быть не может. Технически просто прекрасное устройство. Прежде чем говорить о звучании, у многих, уверен, возникнет вопрос, а чем, собственно, герой обзора отличается от более дешевого ЦАПа FX Audio D01? И в этом действительно есть рациональное зерно. Входы и выходы у них идентичны, экранчик и основной функционал очень схожи, да даже элементная база почти на 100% совпадает. Хотя тут есть один нюанс, вместо второго сменного LME 49720 нам впаяли Oppo 1612. Но да, других отличий нет. Я и сам считаю, что M1 это скорее развитие D01 в новом корпусе с раздельным цифровым и аналоговым блоком, пультом управления и более расширенным функционалом настроек. По измерениям M1, конечно же, на 2 головы лучше. Выход на наушники тоже стал чуть мощнее. Теперь это не 400, а 500 милливатт на 32 Ома нагрузки. Ну и фон в паузах стал, на мой взгляд, намного чище. А так сэкономить с младшей версией, конечно же, можно. Звучание, правда, у них заметно отличается своей подачей. В обоих случаях это такой жирный, сбалансированный и весьма естественный звук. Но M1 уже не так сильно напоминает аналоговый источник. Нет той мягкости, объема и небольшой расфокусировки сигнала. Звук здесь более собранный, четкий, с отличной прорисовкой текстур на нижней части диапазона, прекрасным разделением инструментов и еще более проработанными верхами. По моему опыту, M1 однозначно взрослее и лучше, но с фановой точки зрения у D1 была своя особенная фишка с приятным таким почти аналоговым характером, словно у тебя не ЦАП, а пленка или винил. M1 же дает нам просто отличный транзисторный звук для своего класса. Кто-то отнесет этот факт к плюсам, кто-то к минусам, вкусы у всех разные. Но я точно скажу, что это аппараты примерно одного уровня, с существенным отрывом в смысле проработки тембров и техничности звучания со стороны M1. Что же мне дала смена LME 49720 на Burson V5 ID? Ушла легкая такая ватность и высокие, на мой взгляд, оформились. И если в случае FX Audio D01 мне нравилось и так, то для M1 смена операционника прямо очень заметна. Низкие частоты тут глубокие, с хорошей динамикой и высокой скоростью затухания. Серединка имеет хороший вес, глубину и выразительность. На высоких ЦАП особо не акцентируется, заботливо их смягчая и отводя на второй план. Однако соответствующими наушниками и этот диапазон становится просто восхитительным. Те же SoundTrime SR5 реально творят чудеса. Звучание становится резким, четким и максимально техничным. Не на уровне Burson Playmate 2, конечно, но уже сравнимо. Связка, скажу я вам, просто огонь. CCZ Plume, несмотря на свой уклон в бас, также дает очень крутое разделение инструментов и приятные такие бархатные верха. Stony King Flame 41 ЦАП звучит заметно массивнее, более литое такое притемненное звучание. Аналогичный же характер, кстати, я ждал и от GS Audio SD3.
Но нет, общий характер получился ярким, в меру воздушным и приятно теплым. ГД-3Б заметно уютнее, словно чуть сжатой в ширину сцены. Янин Аладдин после них, словно как глоток свежего воздуха, но и в этой связке сильного уклона микронюансы не прослеживается. Звук жирный, тембрально насыщенный, с хорошим разделением инструментов и чуть подчеркнутыми верхами. Вот Янин Кэнон оказались в самый раз. С ними зависнуть можно на довольно долгое время. Приятно удивили и FiiO FH7. Похоже, что уклон в верхние частоты прекрасно дополняет героя нашего обзора, который сам по себе способен хорошо так насытить звучание массой и глубиной низких частот. Так что идеальной рекомендацией будет выбирать что-то вот поярче. Но больше всего меня удивила связка с довольно дешевыми КЗ-ЗАС. Настолько комфортного и естественного звучания за их скромную цену я вот никак не ожидал. Сильного уклона в нюансы с ними, конечно же, быть не может, но звучит все очень приятно и сверхгармонично. И низов в меру, и верха в наличии, и серединка сочная, словно живая. Второй рекомендацией из недорогих наушников будут КБИР Robin. Столь же здорово, но уже с хорошим таким уклоном в нюансы, чистоту и резкость. Если же вы любите воздух и пространство, то можно еще рассмотреть ICA OH1S, но то уже совсем на любителя. С акустикой, в зависимости от особенностей усилителя и качества излучателей, результат получается вот примерно аналогичным. По жанрам FX Audio DAC M1, на мой взгляд, полностью универсален. Долго и уверенно гонял его на сложном акустическом джазе и быстром дедкоре, но аппарат совсем справился на ура. О медленных же стилях с уклоном в бас и говорить не приходится. Электроника буквально создана для M1, как и этника и старый добрый вот этот чернокожий блюз. Со скоростью отработки мелких нюансов и тембральным разделением у героя обзора все просто отлично. Однако некоторые наушники могут этот момент, конечно же, скрадывать. В любом случае, звучание ЦАПа заметно превосходит тот же XDU XD05 Basic и европейца Airman TR-Amp, у которых подача хотя и нацелена на скорости детали, но по выразительности, массе и передаче эмоций M1 их оставляет далеко позади. Как и базовые модели от AIMA и FX Audio, те, что вот в пределах $50. Приятной новостью станет и то, что ЦАП превосходно споется со всякими недорогими арматурами от КЗ, CCA и, например, ТРН. Тут всего в достатке, кроме разве что высоких, а эти модели именно высокими и способны выделиться. Следовательно, гармония ожидается очень приличная, с хорошо прорисованной глубиной тембров, массой, пространством, просто, как говорится, подбери наушники. Подводя итоги, FX Audio DAC M1 удивил меня вот нисколько не меньше своего предшественника D01. И если в последнем присутствовал хороший такой аналоговый характер, то здесь все уже намного строже. Подача стала заметно взрослее, звук более собранный и четкий. При этом сохранилась и та самая аналоговая мягкость, насыщенность, эмоциональность и просто превосходная выразительность звучания. Из наушников я бы рекомендовал что-то полностью арматурное, ну или хотя бы гибридное. Так идиллия связки будет просто зашкаливать. После D01 герой обзора ощущается вот явным прогрессом. Да и несложно было об этом догадаться. Улучшенная упаковка, новый крутой дизайн, продвинутое меню настроек, удобное управление, наличие сертификации, качественный драйвер, 2 раздельные платы и практически идеальные замеры. Все это дополняется возможностью самостоятельно влиять на звук при помощи сменного операционного усилителя. Но это такая незадокументированная особенность. Из недостатков аппарат греется неплохо, а так все супер. Прекрасный во всех смыслах девайс, пожалуй, что даже интереснее аналогичных моделей от заслуживших уже уважения SMSL и Topping. Однозначно могу рекомендовать, свою цену этот ЦАП просто прекрасен. Это был FX Audio DAC M1. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.